Привет. Я обещал вам выложить еще сегодня одну красивую задачу. И мне кажется, вот эта красивая задача. Напишите, считаете вы ее красивой или нет. Дана описанная трапеция А, Б, С, Д. И вписанная окружность делит боковые стороны точками касания на отрезки. Вот сторону АБ на два отрезка длины 4,9, а правую сторону на отрезке ЦК и КД, но лишь один отрезок, верхний, меньше известен. Два, и нужно найти площадь этой трапеции. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу сами. Ну а мы начинаем. Я буду идти довольно медленно, потому что задача, на мой взгляд, не такая уж простая, но красивая. Итак, внимание, первый шаг. Значит, трапеция АБЦД. Я соединю центр О вписанной окружности с вершинами. Центр О описанной трапеции лежит в точке пересечения биссектрис. Почему? Потому что центр окружности, вписанный в угол, скажем, в угол Б, лежит на биссектрисе угла. Верно? Верно. Значит, ОА и ОБ – это биссектрисы. То есть этот угол равен этому, а это равен этому. Согласны? Согласны. Справа то же самое. Это потом. Что далее? Углы А и Б трапеции дают в сумме 180, их половинки 90, и тогда это прямой угол. Из треугольника АОБ. А теперь я проведу радиус в точку касания. О, в точку М. Радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательной, это прямой угол. В треугольнике АОБ теперь уже прямоугольном ОМ. Это будет с одной стороны высота H1, с другой стороны радиус, вписанный в трапецию окружности. Но для прямоугольного треугольника справедливо, что высота и средняя пропорциональная между проекциями катетов на гипотенузу. То есть H1 в квадрате равно 4 умножить на 9. Я так и запишу. Первый шаг. R в квадрате равно 4 умножить на 9, 36. И R, это радиус, равен 6. Но этот радиус равен высоте, деленной пополам. То есть диаметр вписанной окружности равен как раз высоте нашей трапеции. То есть H равно 2R. И равно 12. Мы нашли высоту нашей трапеции. Осталось найти сумму оснований. Итак, третий шаг. Поскольку трапеция описанная, то А плюс Б равно С плюс Д. Чтобы найти С плюс Д, нам нужно найти отрезочек КД. Я обозначу его буквой X, КДХ. И скажу, что поскольку СОД тоже прямоугольный треугольник по той же причине, то радиус, проведенный в точку касания, будет высотой этого треугольника. И по теореме о среднем пропорциональном в прямоугольном треугольнике r в квадрате будет равно 2 умножить на x. 2 умножить на x. Но r мы нашли. И в квадрате 36. 2 умножить на x, и x равно 18. Ну, здорово. Мы нашли x равно 18. Еще раз среднее пропорциональное. Катет ОК в квадрате равен ЦК умножить на КД. Это можно получить из подобия, но так гораздо быстрее. Итак, мы нашли 18. Значит, теперь мы можем найти С плюс Д. Ведь А плюс Б равно С плюс Д. Четвертое действие. Я пишу. А плюс Б равно С плюс Д для описанного. Ну а С плюс Д чему равно? 4 плюс 9 и плюс 2 плюс 18. 33. 33. Наконец, наша площадь нашей трапеции АБЦД. Это будет А плюс Б пополам умножить на H. Но А плюс Б равно С плюс Д. И получается 33, деленное на 2 и умножить на H. H это же 2 радиуса, 2R. Это нужно просто умножить на R. То есть 33 нужно умножить на 6. 198. Такой ответ на вопрос задачи. Здорово. Площадь трапеции 198. Задача решена. Присылайте свои решения в качестве домашней задачи. Могу предложить попробовать решить эту задачу при условии, что даны отрезки М, Н и К. То есть найти площадь через МНК. МНК. Будет интересно. Ну и напишите, понравилась ли задача, конечно.
До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Мне кажется, это все-таки действительно круто. Пока.